Всем привет! У нас прогноз для знака зодиака Козерог на август месяц. Давайте посмотрим, какие энергии будут внутри вас, вокруг вас происходить в августе. Работать я буду на Таро Акаши. Это кого-то имеет доступ к вашим хроникам Акаши. Но все равно я вам советую смотреть еще ваш расклад по асценденту. Козерог – энергия августа. С какими энергиями вы войдете в август из июля? По этой информации вы поймете, резонирует ли с вами этот расклад. Что вас ждет в августе? Первая декада, вторая декада, третья декада, и энергии, с которой вы выйдете из августа в сентябрь. Энергии, с которой вы входите, здесь у вас ложится семерка свитков. Карта называется сложности, усердие. Она у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, что мужчина воссоздает по кирпичикам, которые выпали из стен, какой-то старинный собор. Это очень кропотливая, медленная работа. То есть нужно положить тот камень на то место, откуда он выпал. Да, вот в прямом положении здесь карта могла говорить, что кто-то здесь, может быть, строил или ремонтировал свой дом, квартиру. Может быть, что-то было связано с бизнесом. То есть вы медленно и усердно шли к какой-то цели. Но здесь именно важны детали. Здесь нет спешки. Вот когда карта ложится перевернутая, она может показывать, что какой-то проект, отношения, рабочая ситуация, может быть, развиваются недостаточно быстро, как вы хотите. Или вы слишком торопитесь с этим, или уже привязаны к конечному результату. Может быть, вы не хотите иметь дело с деталями. Тут самое главное, карта говорит, нужно быть очень осторожными, чтобы не торопиться. Мы же понимаем, что вот эти старинные соборы, их строили очень медленно. Потому что если вы не хотите терпеливо относиться к процессу, уделять внимание деталям, то тогда то, что вы ищете или к чему здесь стремитесь, может потерпеть крах, даже не осуществившись. Поэтому вот сейчас вам нужно радоваться даже маленьким шагам. Сосредоточьте свою работу на сложностях, на усердии и верьте, что все ваши, даже маленькие, крошечные шаги будут способствовать достижению вашей цели. Первая декада августа. Здесь у вас ложится карта восьмерка ключей. Карта называется The Master Artisan. Это мастер-ремесленник. Карта у вас ложится перевернутая. В прямом положении мы видим, что большая мастерская, сидят ученики, и стоит их мастер-наставник, и из рук этого человека в руки ученика сыпятся драгоценные камни. То есть как бы он делится своим опытом, талантами, умением со своими учениками. А когда эта карта переворачивается, она говорит, что для вас сейчас наступает время великого возвращения. То есть, возможно, вы делились своими дарованиями, талантами, умением с миром, и теперь для вас наступает время получения уже назад. То есть вы работали тяжело, усердно, прикладывали очень много сил, энергии, чтобы внести свой вклад в человечество. И теперь Вселенная возвращает вам богатство и удовлетворение, которое вы заслуживаете. То есть теперь эти драгоценные камни сыпятся в ваши руки. Но карта говорит, вы получаете в 10 раз больше, чем отдали. Да, это может быть связано с вашей работой, с обучением. Также это может быть кто-то делал вклады, взносы, пожертвования. А может быть, ваши способности и таланты заключаются в любви и сострадании. И вы делились этим с другими людьми. Ну и Вселенная это увидела, и теперь
вы получите награду. Хорошо, вторая декада августа. У вас ложится карта пятерка роз. Карта называется The Garden. The Garden — это сад. Да, она у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, что дети играют в саду. А на житейском уровне, может быть, кто-то хочет стать родителями. Но раз эта карта перевернулась, здесь вот эти две карты говорят, что у кого-то будут небольшие задержки. Ну, с зачатием или с беременностью. Также эта карта может говорить, что у каких-то детей, которые есть в вашей жизни, могут возникнуть небольшие трудности и сложности. Да, здесь будет какая-то у них сложная ситуация. Все люди, которые будут в нее вовлечены, могут обвинять друг друга. Да, это может быть занять некоторое время для разбирательств. Но им обязательно помогут. Это могут быть другие члены семьи, или, может быть, если это связано с работой, бизнесом, профессионал на работе. Но, может быть, какая-то ситуация длится очень долго. Карты говорят, постарайтесь поддержать ваших детей, но не вмешивайтесь слишком сильно. Проявляйте терпение, сострадание, но вот эти трудности ваши дети должны решить сами. Это их опыт, это их урок. Времена для улучшения этой ситуации обязательно наступят. Но все должно идти так, как должно быть. Третья декада августа. Здесь у вас четвертый старший аркан. Карта называется «Рождение, начало». Рождение, зарождение, да, и начало. Мы здесь видим, что стоит женщина, и к ней бегут, может быть, вот эти дети, мальчик и девочка. Но карта ложится перевернутая, она вот может показывать для кого-то трудности с беременностью, может быть, какие-то отсрочки. Также это может быть связано с трудностями в любовных отношениях, в семье, может быть, сложности с одним из ваших детей, или сложности у ваших детей, или между вами и вашим ребенком. У кого-то, может быть, ребенок поступит учиться, или, может быть, выйдет замуж, женится и покинет родительский дом. Да, перевернутая карта может показывать чувство одиночества, отсутствие любви или неудовлетворенное желание дома и семьи. Самое главное, вам говорят, будьте сильны и постарайтесь прикоснуться к безграничной любви внутри. Это та сила, которая может изменить все. Но еще эта карта может относиться, что вы могли испытывать сложности в поиске или достижении своей цели. Может быть, в новых начинаниях, в новой работе или в новых творческих проектах. Да, может быть, просто внешние обстоятельства пока не даны. Это не крах всем вашим новым начинаниям. Просто карта говорит, может быть, попробовать найти другие способы, чтобы достичь желаемого. И энергия, с которой вы выходите из августа в сентябрь, здесь у вас ложится сезонная карта, это summer winter, это лето-зима, но она у вас ложится в позиции лета. Лето — это время великой активности. И карта говорит, если вы что-то планировали, вот какие-то у вас здесь были задержки, то вот где-то в сентябре или в конце августа начинайте. Это может быть и профессиональный рост, реализация ваших личных целей. Может быть, карта говорит, нужно больше занятий, дел. Вообще планируйте много деятельности, которую вы хотели сделать, но вас постоянно что-то задерживало. Для кого-то посадка семян может быть связана с долгожданной беременностью. Но также подумайте, какие действия и перспективы вы можете привлечь в свою жизнь. Это может быть новый роман, или что вам сделать, чтобы улучшить уже имеющиеся отношения. Также это время идеально, чтобы создать счастливую, любящую энергию и как бы попытаться спроецировать ее наружу, чтобы мир мог ее увидеть. Да, еще по этой карте не удивляйтесь, если поездка, путешествие у вас состоится. Вообще карта
подразумевает какое-то очень хорошее перемещение, поэтому будьте готовы. Вот такой у нас получился прогноз. Я благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего.